Привет! Сегодня мы детальнее познакомимся с сервисом контроля рисков в трейдинге, с помощником выработки дисциплины, изучим, как он устроен изнутри и какие функции он предлагает, чтобы помочь новичкам выработать положительные привычки в трейдинге, либо помочь тем, кто страдает от тильта и импульсивных решений, постоянно очень быстро теряет свой депозит. Опять же, хочу отметить, как в прошлом видео, то, что этот сервис не способен защитить вас от потери всех своих денег, если же у вас нет разумного подхода, нету просчитанной стратегии, вы все равно в перспективе будете сливать деньги только медленней. Прежде всего, вам необходимо определиться со своей стратегией, убедиться, что оно имеет положительное математическое ожидание, и использовать этот сервис как помощника для достижения целей по этой стратегии. Цель сервиса — предотвратить импульсивную торговлю, предотвратить резкое отклонение от своей стратегии, помочь выработать положительные привычки, следовать торговому плану, а если все-таки поддаетесь импульсивному поведению, система вас отдернет, она заблокирует торговлю на определенный промежуток времени, чтобы вы могли остыть и не наломали дров во время тильта, во время своего азартного поведения, и потом горько не жалели об этом, занося все новые деньги, чтобы поскорее отыграться. Если вы действительно хотите достичь чего-то в трейдинге, достичь положительных результатов, серьезно этим заниматься, а не с подходом казино, то вам нужно как можно раньше начинать вырабатывать в себе положительные привычки, потому что если вы закрепите в себе поведение игрока, избавиться от него будет намного сложнее, чем с нуля начать вести себя правильно. Но в любом случае, я думаю, что это для каждого неминуемо, каждый должен испытать это в трейдинге, понять, что это такое, как с этим бороться. Но все же, если так получится, что некоторые новички еще не успели наломать дров и закрепить плохих привычек в трейдинге, а сразу чудесным образом наткнулись на данный сервис, буду рад, если он со старта поможет закрепить положительные привычки и помочь научиться правильно рассчитывать риски при открытии и закрытии сделок. Давайте приступим к детальному рассмотрению. Нажимаем кнопку «Начать», проходим простую регистрацию, имя, имейл и ваш пароль. После регистрации вы автоматически получаете 14 дней пробного периода на тарифе Pro. Это максимальный тариф, где полностью стратегию и все риски трейдер подстраивает под себя. Все ограничения, все лимиты здесь полностью настраиваемые. В тарифе дисциплина, там базовый шаблон лимитов, жесткие ограничения, которые нельзя менять, и трейдеру необходимо их соблюдать. К сравнению мы еще вернемся чуть позже. В первую очередь нам необходимо подключить API биржи своего фьючерсного счета, на котором мы будем открывать и закрывать сделки. Для этого нам необходимо зарегистрироваться на бирже BitUnix, потому что в данный момент Sentilox работает только с биржей BitUnix. В дальнейшем планируется расширение на другие биржи, но пока что сервис предлагает ознакомиться с новой, но довольно перспективной биржей. К тому же в рамках сотрудничества биржа BitUnix предлагает очень хорошие условия для новых трейдеров, которые регистрируются на их площадке через сервис Sentilox. Вы со старта получаете VIP3 статус, что позволяет сэкономить до 30% на ваших комиссиях, а также еще получаете 30% кэшбэка от всех затраченных вами комиссий. Плюс еженедельно вы получаете различные бонусы для торговли, 15% к вашему депозиту от $100 для торговли и еще много различных приятных бонусов, с которыми вы можете ознакомиться при регистрации. На бирже нет обязательного KYC на данный момент, поэтому легко и быстро можно на ней зарегистрироваться и начать торговлю.
Биржа продумана на высоком уровне по сравнению со многими другими менее известными биржами. Здесь качественный интерфейс для торговли, очень хорошее мобильное приложение, инструменты от TradingView, удобно управлять позицией. Но самое главное, что здесь интересно, это очень качественная ликвидность, благодаря которой при резких проливах здесь цены падают не настолько низко, как на других биржах, даже на том же самом Bybit или на Binance. Я вот сравнивал крупные проливы, в том числе и 11 октября, недавний самый крупный пролив. Падение цен там отличалось вплоть до 30% на некоторых мелко ликвидных активах. Ну и также на крупно ликвидных активах там отличие было в 5-10%. Здесь нет каких-то резких проскальзываний, как на Мексе. В общем, не будем долго заострять внимание. Детальнее вы можете посмотреть мой недавний обзор на эту биржу. Зайдите на моем канале, вы найдете ролик на эту тему. После регистрации и настройки своего аккаунта нажимаете на иконку в правом верхнем углу, находите раздел API. Вам надо нажать кнопку «Создать API», вбиваете в первую строчку примечания, допустим, это Sentilox, на случай, если вы будете создавать еще какие-то API-ключи, чтобы не перепутать, какие к чему относятся. Оставляем галочку в цели на торговой API, и в разрешениях мы выбираем именно торговать, не снятие, а вот обязательно торговать, чтобы нам быть спокойно, что сервис не переведет, не снимет, не выведет наши деньги, а может только распоряжаться торговыми операциями, а именно закрывать сделки. Необходимо пройти верификацию, подтвердить кодом с почты и двухфакторную верификацию, если вы ее подключили на настройках безопасности. После этого вам открываются API Key и Secret Key. Эти ключи вам обязательно нужно куда-то сохранить в уютное тайное место, потому что после того, как вы нажмете кнопку «Понятно», Secret Key вы больше не сможете увидеть. Вам будет доступен только публичный ключ API Key. Если вы никуда не сохраните второй секретный ключ, вам придется удалять эти API-ключи и создавать их по новой. После того, как вы сохранили свои ключи, вы вносите их в поля в сервисе Sentilox, API Key и Secret Key соответственно. Сохраняем, подключаем. После этого переходим в панель и видите, что у нас начинает отображаться наш баланс на фьючерсном счете. И самая главная большая кнопка поменялась на «Начать торговую сессию». Здесь вы можете ознакомиться детально со всеми блоками, что они отображают. Практически на каждом есть информационный поп-ап. Нажимая на него, кратко описывается его назначение. Если все-таки по краткому назначению непонятно, можете по кнопке «Подробнее» перейти в нужный раздел, в раздел «Правила», и конкретно для того блока, который вас интересует, откроется подробная информация. В разделе «Правила» описаны все основные правила расчета, все основные формулы, принципы, по которым работает сервис. Если что-то все же будет по-прежнему непонятно, можете обратиться ко мне, я отвечу на ваши вопросы либо в комментарии под этим видео, либо в Телеграме. Перейдем в раздел «Лимиты рисков». Мы будем использовать здесь риски те же, что и на тарифе дисциплин. На тарифе Pro здесь мы можем полностью управлять лимитами в зависимости от своей стратегии. Мы можем выбирать более рисковую стратегию, соответственно, выше лимиты, либо более консервативную, очень маленькие лимиты. В общем, подстраивать все на свой вкус и цвет. То есть этот тариф уже для более опытных, для более прошаренных людей, которые понимают, что они хотят, но все-таки для большего спокойствия нужна дополнительная защита, если они прям войдут в жесткий кураж, пойдет что-то не по плану, и они поймут, что плывут, система подстрахует. Вот, а в тарифе дисциплина там строгие зафиксированные правила, поэтому мы будем выбирать именно эти правила, которые установлены там, чтобы потом в дальнейшем не возникало вопросов.
Мы оставляем максимальную общую просадку 10% от общего капитала, максимальную дневную просадку 5%. То есть, если мы за день потеряем 5%, то торговля на тарифе дисциплин блокируется на 24 часа. Если максимальная общая просадка нарушена в 10%, то торговля блокируется на 48 часов. Также обязательное условие – это размер позиции без учета плеча. Это чистая маржа на сделку выделяемую. То есть, если у нас есть $1000, 25%, мы не можем открыть сделку выше $250. И с учетом плеча, плечо мы должны подсчитать так, чтобы с учетом чистой маржи размер позиции не превышал 200% от нашего капитала. Нарушение этих правил, оно не приводит к блокировке счета, оно просто закрывает позицию. То есть, если нарушены правила по размеру позиций, то система автоматически ее закрывает, выдает предупреждение, что нарушены лимиты, пересмотрите вашу сделку и предлагает открыть ее по новой. Период охлаждения мы оставляем 24 часа. В данном случае он не особо нам важен для примера. И обязательный стоп-лосс. В тарифе дисциплина стоит обязательное правило, что стоп-лосс обязан быть в каждой сделке. Если стоп-лосс после открытия не проставлен в течение 3 минут, то сделка закрывается. Либо же, если стоп-лосс установлен выше дозволенного лимита, то есть риск на сделку у нас превышает 3% от общего капитала, то сделка также закрывается и дает возможность просчитать позицию по новой и открыть ее заново. Сохраняем настройки. И снизу можете заметить интересную функцию калькулятор-советник. Он еще в доработке. Здесь есть некоторые погрешности, некоторые ошибки, но основную информацию, самую ключевую, полезную, благодаря ему уже можно и рассчитать. Он помогает вам определиться с размером маржи, которую выделять на сделку, помогает просчитать вам стоп-лосс, помогает просчитать потенциальную прибыль, а также оценивает вашу сделку со стороны качества. Хорошая эта сделка, плохая. Как раз вот рекомендационные функции, они еще будут дорабатываться. На данном этапе мы просто можем просчитать параметры сделки и перейти к ее открытию. Попробуем запустить нашу торговую сессию. При запуске торговой сессии есть два режима. Гибкий режим и строгий режим. Ознакомиться с детальными их отличиями вы также можете в разделе «Правила». Кратко говоря, в гибком режиме вы можете выводить и пополнять фьючерсный счет, свой аккаунт торговли. Ваши переводы не приведут к закрытию позиций, а вот в строгом режиме запрещено увеличивать или уменьшать стартовый капитал на начало сессии. Это нужно для того, чтобы пользователь, попадая в тильт и подходя уже к границам лимитов, не мог размыть свои убытки, постоянно пополняя свой аккаунт и отдаляя этим границы нарушения. Ну, а в гибком режиме, как бы вы заранее понимаете, что вам, возможно, понадобится делать какие-то операции, и даете себе эту возможность. При вводах и выводах в гибком режиме автоматически идет просчет изменения вашего баланса, соответственно, и лимиты уже исчерпанные также подстраиваются под эти изменения. Всё, начали режим. В уведомлениях вы можете найти оповещение о том, что началась сессия в данном режиме. И появилась на дашборде новая информация, активировались новые разделы. В журнале операций у нас будут появляться все наши сделки, а на графике будет отображаться кривая нашего баланса, как он менялся со временем. Кратко постараемся оценить, что у нас тут происходит в инструменте эфир. Мы находимся возле сильного уровня $2000. Зайдем в шорт. И давайте вернемся в наш дашборд и посмотрим, что у нас отображается. Мы видим, что у нас побежала динамика ПНЛ, то есть
вся нереализованная и реализованная прибыль будет отображаться на этом маленьком графике. Видим, что у нас отобразилось открытие сделки с ее комиссией. Комиссия сразу же засчитывается в убыток, потому что комиссия это убыток. Можем увидеть то, что отображается информация об открытой позиции. Наша маржа в пределах 25% чистая, а с учетом плеча мы не нарушаем правило 200% от нашего капитала. Момент, обратите внимание, у нас уведомление мигает то, что не выставлен стоп-лосс. В течение 3 минут, если его не выставить, то позиция закроется. Давайте его выставим. Вот, уведомление у нас пропало. Если стоп-лосс поставить выше, чем 3%, то есть если у нас риск будет превышать 3% от капитала, то, как вы видите, у нас уведомление о том, что нарушен риск, 5,4% превышает 3%, нужно его изменить, либо сделка закроется. Вот мы здесь выставили правильный стоп-лосс, посчитаем take profit до следующего уровня поддержки, до 1900. Ну и теперь для своего интереса можно вбить нашу информацию в калькулятор «Советник» и посмотреть, какую информацию он нам выдаст. Вот он у нас уведомляет, что сделка хорошая, риск-прибыль 1 к 3 почти. Ну, не будем долго затягивать рассмотрение этой сделки. Давайте мы остановим торговую сессию и посмотрим, что будет происходить дальше. Для начала закроем нашу позицию. Мы можем закрыть ее как вручную на графике, либо есть кнопка вверху панели управления экстренное закрытие. Также закроются все сделки. Теперь обратите внимание на наш дашборд. Вы можете увидеть, что мы закрылись в плюс, но у нас есть почему-то общая просадка и дневная просадка 0,54%. Как же так, если мы закрылись в плюс? Потому что здесь просадка рассчитывается не от стартового капитала, не от 53,6, как мы начинали, а с учетом нашего пика в ПНЛ. То есть, если у нас 53 доллара поднималась до 54, наша просадка будет рассчитываться от 54 долларов. Это необходимо для того, чтобы трейдер не относился к прибыли пренебрежительно, якобы, мол, все равно это деньги прибыльные, это не мой капитал, который я вносил, значит, можно рисковать больше. Это очень плохие привычки, если их закреплять, то слишком далеко не продвинешься. И от этих привычек будут формироваться другие плохие привычки. Опять же, повторюсь, более подробную информацию о всех просчетах вы можете изучить в разделе «Правила». Помимо того, что сессия может закрыться по нарушению лимитов, мы можем остановить ее и вручную. Вы получите уведомление, что сессия будет остановлена, и нельзя будет открыть новую до конца дня. То есть принимайте решение осознанно, когда вы заканчиваете торговать, больше вы к терминалу до конца дня не подходите. В 3 часа ночи блокировка обнуляется, и снова открывается возможность к запуску новой торговой сессии. За период, пока сессия остановлена, пока мы не можем торговать, мы можем проанализировать свою торговую сессию, все совершенные сделки в журнале сделок. В журнале сделок есть много блоков с различной статистической информацией на основе всех ваших сделок. На каждом блоке есть свой информационный попап, описывающий его назначение. Если будет интересно, детальнее изучите. В сравнении двух тарифов Pro и Дисциплина, вот в тарифе Pro есть некоторые функции в журнале сделок, которые в тарифе Дисциплина недоступны. Они не то что обязательные, но все равно при этом информативные, но как бы для закрепления основных навыков они не столь важны. Это тепловая карта, автоматические инсайты и еще какой-то блок, точно не помню, надо смотреть, сравнивать. Но я, в
Опять же повторюсь, все необходимое в тарифе "Дисциплина" есть. Оно разблокировано, и нет необходимости, искать, в этом какое-то спасение. Самое ключевое, на что хотелось бы обратить внимание в журнале сделок, это, раздел "Торговые сессии". Вот каждую торговую сессию мы можем раскрыть и посмотреть детальнее нашу каждую сделку, открытие и ее закрытие. Каждую сделку мы можем детально анализировать, выбирать сетапы, стратегии, по которым мы работаем. Если в шаблонах нету того, что нас интересует, мы можем добавить свою. Также и с ошибками, которые мы допускаем. Если у вас в шаблонах не встречается той ошибки, которую вы считаете, что вы допустили, можете добавлять свою, она сохранится в шаблонах и останется у вас с вами на все время ведения этого журнала. Обратите внимание, что после сохранения они не отображаются сразу, необходимо обновить страницу, чтобы они появились, поэтому не пугайтесь, после сохранения вы их сразу не увидите. Кстати, этот баг надо будет исправить. Вот, ниже у нас есть возможность описать свой анализ сделки, описать своими словами, что мы считаем касаемо ее, сделать финальные выводы. Можно добавить скриншот графика, если вы считаете, что это необходимо. И в дальнейшем вы наберете приличный список проанализированных сделок, сможете делать общие выводы, и автоматическая статистика, информационные блоки выше будут помогать вам в этом. Они еще тоже в бета-режиме, и там есть вещи, которые необходимо исправить. Со временем автоматический анализ и автоматические рекомендации будут улучшаться, они помогут разбираться в ваших ошибках в торговле, замечать, на что стоит обратить внимание. Надеюсь, в конечном итоге, делая вашу торговлю лучше. В правом верхнем углу вы можете скачать PDF или CSV файл с вашей информацией о ваших всех сделках, о краткой вашей статистике. Если вы считаете, что что-то еще необходимо добавить, также оставляйте свои комментарии, свое мнение. Все ваши идеи, как бы интересно было бы рассмотреть, послушать ваши замечания, что добавить, что лишнее, что изменить. В разделе "Профиль", кстати, вот, после регистрации желательно вам подтвердить свою почту. Вы можете, привязать Telegram-бота к своему профилю, который будет помимо почты присылать все необходимые уведомления о ваших балансах, о ваших сделках, о ваших торговых сессиях. Ниже вы можете подписаться или, наоборот, отписаться от уведомлений вашей статистики еженедельной, которая будет приходить автоматически на почту. И если покопаться, здесь можно найти много чего интересного. Успехов, дерзайте. Если будут какие-то вопросы или какие-то пожелания, пишите в комментарии, пишите в Telegram. Успехов!